Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Задержана всем известная персона в теневом мире Петербурга. Он решает вопросы, конкретно в стиле олдскул 90-х. Начнем сразу с репортажа, взятого автором из только что родившегося в Петербурге уголовного дела. Скромное кафе «Плов» на улице Моисеенко. Кстати, в 5 минутах ходьбы от Главное управление МВД. Конец сентября прошлого года, вечерок. В отдельном зале сидят человек 20, как принято писать у полицейских, лиц кавказской национальности. Заходит бизнесмен из Екатеринбурга с предельно славянской фамилией Федоров и смело интересуется, кто из них тут Рашид Слепой. Как тут не пояснить, Рашиду Сербиеву в конце января исполнится 52 года. Он из Грозного. Появился в Петербурге в начале нулевых. Краеведы мафии фиксируют, что впервые увидели его в окружении уже бывшего основоположника силового предпринимательства Кости Могилы. Потихоньку развивался, плел паутину, нарабатывал репутацию, стал появляться даже в столичном президент-отеле, где, как известно всей просвещенной столице, окружение Рамзана Кадырова решает вопросы. К 2010 году сделал себе имя – Рашид Слепой. Как говорится, заныривал во многие щекотливые темы со слияниями и поглощениями плохо лежащих активов. Что касается зрения, то он реально очень плохо видит. По этому поводу уже сложились мифы, вплоть до потери зрения на понятной войне. Как бы там ни было, но при таком здоровье быть тем, кем он есть, волевая штука. Вместе с ним рядом всегда его земляк Беслан. Он и водитель, и охранник, и поводы. А если нужно, то по ситуации. Вернемся в Плов. Как вы помните, предприниматель спросил, кто тут старший. Скрывать не стали, стул пододвинули. Далее коммерсант услышал неприятный, но все же честный текст. Слепой ему объявил, что компания, которой гость имеет претензии, на 11 миллионов рублей, создана исключительно для обмана и обналичивания. Но главное, она находится под его крышей. Бизнесмен не унимался и заявил, что это его не касается, его же кинули. В ответ, мол, конечно. Но не тебя же одного и о возврате речи быть не может. Заодно Рашид Слепой добавил, что в полицию жаловаться он не советует, у него там схвачено и приколочено. Они поговорили еще немного, Слепому надоело, и он попрощался: забудь про свои деньги, иди с миром. Между прочим, массовка за столиками не вмешивалась. И на том мерси. За эту мизансцену и ухватился отдел уголовного розыска, специализирующийся на авторах. Авторитетах, то есть. Иначе это был бы типичный кидок, каких в интернете уйма. Ведь все произошло в лобовую. Еще весной 2020 года компания уральского бизнесмена Федорова заказала у петербургской «Транспорт Консалтинг» не новый, но дробильно-сортировочный комплекс из Европы. Потом шли подписи договоров, получение погрузочных и отгрузочных деклараций, якобы поставки оттуда и так далее. Результат вы понимаете: куча созвонов, переписки, минус 11,5 миллиона рублей. Наконец предприниматель Федоров приехал в Питер лично, убедился во всем, нигде не нашел правды и понял, что надо искать мафию. На него глянули издалека, он встретился с человеком на шикарном кадиллаке, и его пригласили на стрелку, чтобы порешать вопросы по существу. Там он и услышал речь Слепого. Уголовное дело по мошенничеству возбудили сразу после Нового года, прицелившись, конечно, в Слепого. А нечего терять бдительность. Да и распустился немного на эскорте в 2 черных гелика, собрав под своим знаменем энергичных и стремящихся. Это и земляки с гор, и наши с лагерей. Первые опасны тем, что приедут, исполнят, уедут, иди свищи. Сурус-Мартана выдачи ведь нет. По информации нашего издания, утром, 17 января, обыски разбудили его тень Беслана в доме поселка Новополье Ломоносовского района Ленобласти. Из Отрадного, из-под Гатчины, из петербургских адресов вынули других. К примеру, товарищ Сидоров сидел из-за убийства, из-за разбой и пару раз за мошенничество, а коллеги только за кражи. Побеспокоили и генерального директора «Транспорт Консалтинг».
Между прочим, не молодая дама. Да и сам офис фирмы на Садовой улице. В финале этого забега следствие задержало 7, слепого ньюсмейкера тоже.